Конечно, для нас само название Арымхи, может, это просто местечковое такое название. Это историческое место, в свое время еще советских времен. Кстати, одно из мест, наверное, если вспомнить из истории Советского Союза, 5 мест в Советском Союзе было, где могли адаптироваться космонавты после космоса. И одним из 5 мест был вот Арымхи, почему? Потому что оно такое, само место такое подбирали именно для адаптации после вот таких нагрузок. И, конечно, там с тех времен была база туристическая советского периода. Она наращивалась. Сегодня это место позволяет для нас выстроить уже современный вид туризма, в том числе и горнолыжный вид. И для нас сегодняшний Арымхи это все-таки бренд Республики Ингушетия в совершенно другом виде, в современном виде. Мы не только здесь хотим развивать горнолыжный вид спорта или туризма, но и различные другие направления, в том числе будет кого-то вызывать удивление, почему-то олимпийский чемпион Денис Панкратов по плаванию, где горная Ингушетия, где плавание, Денис, наверное, расскажет. И мы видим здесь и другие виды направления спорта, экстремальные виды туризма. И мы, конечно, в первую очередь, когда нас спрашивают, кого вы там видите, я еще раз подчеркиваю, в первую очередь мы это делаем для жителей республики в первую очередь. Когда тут массово жители республики потянутся, тогда будет регионов в России. Когда нам говорят, вот иностранцы поедут, не поедут, мне, конечно, не все равно. Пусть поедут, было бы хорошо. Но когда-то поедет с регионов России, я уже буду считать, что задача номер 1, она выполнена. Почему? Потому что мы должны делать все максимально, чтобы наши жители отдыхали у себя на родине. Чтобы с Алтая приезжали на Кавказ, с Кавказа ездили в Алтай. И только тогда можно еще больше интегрировать и понимать красоты нашей великой страны. Хотел бы уточнить все-таки чуть подробнее об этом курорте, в частности, протяженность горнолыжных трасс. И, соответственно, раз вы ставите задачу привлекать гостей со всей России прежде всего, то каков будет ценовой диапазон отдыха на вашем курорте, в частности, катания на лыжах? На сегодняшний день мы, ТТХ, тактико-технические характеристики трассы, это сам подъемник у нас где-то более 600 метров. 650. Да, 650 метров. Сама трасса 1200 метров. Она котируется красной и зеленой. Категории, да, красная и зеленая категория. Я сам не горнолыжник, поэтому не знаю еще эти названия этих трасс, но тем не менее. Опять же, сегодня мы там изучили возможности, и в дальнейшем мы там будем уже наращивать. И как минимум еще 5 трасс, более сложные в том числе категории, и менее сложные категории мы там хотим сделать, чтобы люди, зайдя туда полностью, в том числе для людей с ограниченными возможностями, мы там хотим сделать. Это отдельная тема, совершенно оказывается там более сложная тема, чем для взрослых, для здоровых людей делать. Ценовая политика. Мы решили, что этот сезон бесплатное само катание, так, на горных лыжах. Но в целом мы хотим так. Человек пришел, сутки 500 рублей, так мы говорили, да? Сейчас главное, чтобы не озвучить такие темы, и тут инвестор сейчас скажет, что мы по его карману бьем. Но мы так договаривались, если инвестор, конечно, не передумал. Абонент покупает человек за 500 рублей и может зайти в эту зону и кататься сколько ему угодно. Конечно, важно, сегодня там есть один большой минус. В каком плане? Что сел на подъемник, поднялся наверх, расстояние там подняться и небольшое, но все равно, и тут же быстро скатился. То есть одна только трасса. Это, когда опытных горнолыжников спрашиваешь, туристов спрашиваешь, да, это минус. Почему? Потому что человеку, если он поднялся наверх, там, подольше надо спускаться, подольше нужно какие-то трассы. Но, тем не менее, это вот то, что есть сегодня. Проживание в гостинице, на сегодня у нас в сутки 3000 рублей, да, в гостинице. Но мы хотим все-таки до 2000, это на начальном этапе довести. И мы планируем, там уже есть те ребята, которые хотят заняться этим видом тоже бизнеса,
мы организуем площадки для дикарей. В том числе в пещере, на гамаках и все остальное. И на площадке, создав там все условия, мангалы для шашлыка, там, ну, все условия для умывания, все, чтобы было, и палатки двухместные, четырехместные. И люди туда приезжают, просто покупают себе это место и спокойно. Если у людей есть свои палатки, пожалуйста, то есть площадки для дикарей в том числе. И плюс семейные гостиницы, 2, 3, 4 семьи, которые сегодня у нас там есть, готовых там уже 3 или 4, не помню, гостиницы семейные. То есть это люди, куда местные жители, куда могут приезжать. А семейная гостиница мы все-таки хотим делать таким образом, что если один раз люди приехали туда, чтобы дальше и эти люди, и их родственники, их друзья могли бы именно в этот дом приезжать. Но это уже будет зависеть от хозяев, как они создают комфорт и условия. Изучили опыт и Швейцарии, и Австрии, и Турции, всех направлений. Например, по нашей справке, в том же Куршавеле там, или в других таких горнолыжных, казалось бы, курортах, летом больше туристов, чем зимой даже. Почему? Потому что люди приезжают туда не просто там покататься, а летом приезжают просто подышать свежим воздухом, горным воздухом. Но наше превосходство над такими именитыми курортами в том, что у нас воздух, если не чище, то в экологическом направлении тоже на одинаковом уровне точно. И наше превосходство в том, что у нас огромное количество исторических памятников. То есть людям не просто ходить, дышать, а людям есть еще возможности огромные вот эти красоты увидеть, участвовать и изучать, и фотографировать, и все остальное. Это один плюс. И, конечно, мы не ради, опять же, повторяю, курорта там скатиться, там, или это один там сезон, именно развиваем в плане масштабного изучения вот этих архитектурных памятников и хотим через горнолыжную трассу, это бренд, затянуть туда на летние сезоны побольше. Поэтому пробитые маршруты, мы возрождаем те советские маршруты, гужевой и пеший маршрут. Сама идея курортов Северного Кавказа, это не курорт там один отдельно в Ингушетии, там, оно все закольцовано, и пешие маршруты, и все виды маршрутов, они закольцованы. Там, например, туристы, выйдя с Мамисона, там, Северной Осетии, могут спокойно пересечь Ингушетию, перейти в Чечню, дальше пойти в Дагестан. То есть эти маршруты, они связаны, они с советского периода, мы их возродим и новые создадим, более сложные. И путешественники есть, и все мы создали для себя, мы все сделали у себя в республике. Естественно, наличие памятников архитектуры – это такое преимущество наше. Но не только исторический туризм, мы предполагаем и познавательный, и бальнеологический, и религиозный. Вы знаете, что на территории Ингушетии находится самая старая православная церковь на территории России. Поэтому, то есть, разные направления мы планируем развивать. Для нас Северный Кавказ — это действительно золотое место, потому что после развала Союза все среднегорные базы у нас оказались за границей. Это и казахский Медео, это и Иссык-Куль в Киргизии, это армянский Цехкадзор. То есть это можно перечислять довольно долго. И у нас получилась такая ситуация, что среднегорных баз, а это высоты от 1300 до 1800, в России просто не осталось. На Урале такого вообще не строили. На Северном Кавказе мы знали только две точки высотой 1300, это Домбай и Тырнаус. Но эти бассейны строились еще в 60-х годах. На сегодняшний день они, конечно, уже утратили свою какую-то спортивную составляющую. Там, конечно, еще можно тренироваться, но это уже не очень приличные условия. А если Ингушетия намерена все-таки сделать там спортивную составляющую, то, в принципе, 25-метровых бассейнов, проживания и, самое главное, высоты, а высоты 1500 и 1600 нас очень устраивают, было бы замечательно. Единственное, нас интересует химводоподготовка и, естественно, подогрев воды. Самое интересное, что пловцы абсолютно не будут мешать горнолыжникам, потому что плавательный сезон, использование таких бассейнов, это ноябрь, соответственно, еще горнолыжный сезон начался, конец февраля, начало марта, когда уже сезон закончился, ну и летний период. Вот, в принципе, 3 места, когда пловцы посещают эти базы. При этом для кого, по большому счету, это строится? Да, это возможно для использования сборной команды России, но также для региональных команд, потому что на сегодняшний день регионалы едут либо в Иссык-Куль, либо в Бельмикен, в Болгарию. Сейчас эти деньги можно перенаправить на Северный Кавказ и, соответственно, не вывозить их из страны. Поэтому мы заинтересованы в этих бассейнах.
И я думаю, что Ингушетия делает большие шаги для того, чтобы помочь нам в первую очередь. Мы знаем, что очень много стереотипов вокруг Кавказа, и для нас важнее сегодня сломать стереотипы, что там опасно, что там люди негостеприимны, что там кавказцы не любят обслуживать и так далее. Очень много стереотипов. На самом деле мы эти стереотипы ломаем. Но если вы чуть-чуть назад вернуться, могу сказать, что может не такое большое событие открытия одного подъемника, тем не менее вот Красная Поляна и Сочи начиналось с такого же подъемника двухкресельного. По-моему, даже там некоторые туристы там и застревали по 3-4 часа. Поэтому мы сегодня видим, это было ровно там 7 лет назад. Что сегодня и что тогда Красная Поляна. Поэтому, когда, конечно, видят такие усилия, такой динамика вот руководства республики, бизнеса, это нас тоже заставляет свои планы изменять в сторону ускорения и улучшения. Потому что касается непосредственно инфраструктуры и проекта, посмотрите, в Европе очень много, помимо больших курортов, там типа Куршевели, очень много маленьких курортов. Допустим, тот же самый Давос, он не числится как горнолыжный курорт, он числится как место, где проводится международный форум. На самом деле это такой средний курорт, на самом деле даже для жителей этого региона, в данном случае Республики Ингушетия, это такой самодостаточный курорт, и мы надеемся, что в конечном итоге теми инструментами, которые у нас сегодня государственной поддержкой, в частности, инфраструктуру мы сейчас планируем. Более того, с этого года, может, вы читали, тоже государство дает субсидирование процентных ставок для бизнеса, кто хочет строить. Кроме этого, значит, 100% государственная гарантия для получения финансирования более дешевого даже там за границей. Поэтому мне кажется, в конечном итоге, вот то, что сегодня происходит, это очень важно с точки зрения именно стереотипов, которые сложились негативных. И то, что сам руководитель субъекта, сам лично этим непосредственно занимается, это, что руководитель субъекта, есть много других задач, которые он должен, по идее, больше внимания уделять, но с точки зрения перспективы, мы даже начинали, когда разговор в Санкт-Петербурге, когда все-таки Ингушетия не самый безопасный регион, давайте, может, что-нибудь другое будем делать. Но вы знаете, вот сегодня, да, вот через 8 лет, когда все вокруг будет курорты, все будут кататься, все будут кусать себе локти и будут говорить, почему я это не сделал. Вот я посмотрел, на самом деле это заставляет и относиться совершенно по-другому ко всему. Поэтому мы надеемся, что и в этом уверен, что Ингушетия это будет такая очень серьезная, важная точка на туристической карте и не только Кавказа. И тем более вы знаете, что сегодня туристическая индустрия, она в принципе становится даже с точки зрения объема денег даже больше, чем углеводороды. Во всяком случае, мы видим многие страны, которые сегодня вкладывают деньги в туризм, на это рассчитывают. В частности, Турция вложила только побережье турецкое более 100 миллиардов долларов. Поэтому мы надеемся, что совместно такая у нас работа, она будет очень эффективна и плодотворна, и мы будем видеть прекрасный курорт через несколько лет. Я, как тоже бывший спортсмен, могу подтвердить, не такой посланник, как Денис, конечно, но тем не менее, на самом деле, у нас, и как вице-президент Олимпийского комитета, у нас ни одной базы практически не осталось. Поэтому то, что наши спортсмены сегодня вынуждены тренироваться за границей, это, конечно, не очень здорово, начиная там с технологий, которые там видно, которые используют наши тренеры и спортсмены, и заканчивая деньгами, которые мы огромное количество, конечно, туда выводим. Поэтому наша задача сделать не только туристическое, но сезонным курортом. Все эти курорты должны быть круглогодичными, и они должны быть, соответственно, максимально диверсифицированы.